Здравствуйте! Мы с вами совершили большое дело, освоили первый базовый этап практики, ведущий по пути саморазвития. Этот этап не зря называют базовым, потому что он создает фундамент. Мы создаем устойчивое жилище, в котором можем развиваться. И хочется подвести итоги, какие-то промежуточные, и хочется побеседовать о чем-то таком, что не вошло в те видео, которые были по этому поводу сделаны. Так как этот вроде бы как беседу хочется сделать, я использовал формат, который называется подкастом, и он направлен на то, что вообще этот материал можно запросто просто слушать, и картинка не важна. И вот каждый этап, который захочется обсудить, проговорить, как-то менее формально, чем на видео, буду делать вот так, в режиме подкаста. Но это опыт первый, и поэтому если он не подойдет, то напишите об этом в комментариях. Будем что-то думать по этому поводу. Ну, давайте будем начинать. Самое главное. Знаете, я вот когда стал заниматься вот этим сбором в кучу всей информации и созданием вот этого курса видео по поводу развития, саморазвития, я никак не ожидал, что это будет занимать столько времени. Много часов приходится на все это дело делать, потому что я работаю один же. И это отнимает на мое время от моей основной работы. Я работаю как энерготерапевт, у меня пациенты. И, в общем-то, такой провал получился. И каждая деятельность иметь должна какой-то смысл, энергетический обмен. И поэтому я думаю, что если вдруг кому-то это все полезно, и он захочет как-то поддержать вот этот процесс с помощью донатов или отправки, или подписки на Patreon, то это будет иметь, во-первых, смысл, во-вторых, это обеспечит энергообмен наш и будет полезно и вам, и мне. Так что дело добровольное, но если вдруг поддержите, я буду просто как-то рад. И еще это очень сильно мотивирует. Не только это, но вот я смотрю, начинается рост подписчиков, начинается рост времени просмотров, пальцы вверх, в общем-то, все больше и больше становится. Кто-то там слегка поругивается, тоже полезно. Вот, ну, в определенных объемах. Поэтому растет все, и хочется работать, и это сильно стимулирует. И бросать не хочется, но финансы есть финансы. Поэтому, если поддержка будет с вашей стороны, то это тоже простимулирует даже на таком ментальном уровне. Хорошо, давайте будем начинать. Мы проделали большую работу. Мы рассмотрели и будем осваивать или освоили уже базовую, фундаментальную такую структуру создали. Самое главное, с чего, в общем-то, все начнет расти. Поэтому этот этап называется базовым. Что мы сделали? Во-первых, мы подготовили для всей нашей работы инструмент. Поняли, что нашли этот инструмент, осознали, что это он и есть, и начали его приводить в порядок, чистить от ржавчины. Я имею в виду наш ум. И это была практика Анапана. Это превратило наш ум эта практика помогает превратить наш ум в такой отточенный инструмент. Там было рассказано о 3 этапах, о 3 различных уровнях заточки. И если вы еще не успели добраться до верхних уровней, то даже базовый, первоначальный уровень, он дает большой эффект. И сама практика, связанная с использованием этого инструмента нашего ума, она все время его тоже приводит в порядок. Вот. Но чем он точнее и острее будет, и дисциплинированнее ум не будет блуждать, тем интенсивность и эффективность, а соответственно и скорость продвижения
практики будет выше. Не надо гнаться за быстрым продвижением. Я вот это сейчас что-то быстро поделаю, может быть, не доделаю, не освою, и она не укоренилась в вас, а вы начинаете дальше двигаться. Это создает такие пустоты, в которые потом проваливаешься. Доходишь до какого-то уровня практики, а потом проваливаешься. Не надо гнать. Но с другой стороны, у нас с вами все-таки ограничено количество лет, которые впереди до конца жизни. И плюс еще мы же не постоянно, не круглосуточно можем заниматься. То все-таки нужно поднажать. Поднажать не в скорости, а поднажать в интенсивности. И об этом как раз может, вернее, и это может обеспечить острый ум. Чем у вас лучше он работает, менее блуждает, тем эффект от практики выше. И тогда вы начинаете расти, но не создаете эти пустоты. И быстро все это хорошо получается. Вот. У кого-то получается быстрее, у кого-то получается чуть медленнее. Это еще зависит от опыта предыдущих жизней. Кто-то приходит на занятия и сразу же у него пошло. Просто он духовный опыт очень большой. А кто-то вот ему трудно. Но все равно двигаться надо. Значит, мы с вами сделали инструмент. Потом мы решили, что важно очень заняться своей энергетикой, энергетическим аспектом. И для этого стали использовать методы одного из направлений школы цигун. Цигун, мы сказали, что цигун — это высокоуровневая работа с энергией. И мы стали ею заниматься. Мы стали набирать энергию, научились, начали ее преобразовывать и стали запускать свою систему. Тем самым мы обеспечили, помимо по умолчанию полученной энергии жизни при нашем зачатии, то, что называют перинатальной энергией, и помимо того, что мы получаем постнатально, через пищу в основном, помимо этих двух запасов энергии и источников, мы создали еще возможность получения энергии извне, накопления ее, преобразования и внедрения в нашу структуру. По ходу этого процесса еще и наша сама структура становится лучше. Мы активизируем наши точки, открываем какие-то каналы, их прорабатываем и так далее. Приводим в порядок все наше устройство. В результате, или уже у вас пошел процесс, или он грядет, это все зависит от того, как вы занимаетесь. Физическое тело приходит в порядок. Ум становится более уравновешенным и спокойным и точным. Даже когда мы его не применяем для наших каких-то практик, то в повседневной жизни, скорее всего, вы, может, уже замечаете изменения. Это очень важно. И для дальнейшей работы нашей все то, что мы делаем, очень важно. Что касается способности набирать энергию, в этом предела нет. Сегодня мы набираем энергию, которая разлита такая достаточно невысокого уровня. Потом ее преобразовываем, много на это тратим, и в результате что-то мы растем. Но потом, при повышении уровня всей структуры нашей, мы будем получать доступ, не получать доступ, а получать способность, развивать в себе способность получения более высоких энергий, более высокочастотных. И тем самым еще лучше делать, и повышать себя. И этому практически нет предела, и результат будет совсем другой. На это нужно время и терпение. Очень важный момент, который я не рассказал в этом видео. Вообще принцип вот этой практики, любой практики по саморазвитию. Кажется, что я вот сейчас буду делать, и что-то ничего не происходит. Сделал я, позанимался, а роста нету. Вот меня, допустим, ученики спрашивают,
Как понять, у меня произошло что-то или не произошло? А у меня что-то не получается. А вот у соседа получается, а у меня что-то не получается. Почему? Вот, и так далее. Не то, что получается, не получается, а какой-то результат люди ждут, а его нет. Ну а без результата какой смысл занятий? Да? На что похожа вообще вот практика, вообще весь этот путь? Можно так сравнить. Если вы возьмете какую-то емкость прозрачную, наполните ее водой, и потом капните маленькую капельку какой-то краски, красной, допустим, она растворится и все, ничего не будет. Потом снова капните, потом снова капните, и ничего не будет происходить. Но в какой-то момент вы вдруг раз и увидите, что вода-то стала розовая, а потом стала краснеть все больше, больше и больше. Так и здесь. Каждое ваше занятие, каждая ваша работа, она вот как эта капелька. Капает, капает. А потом вдруг раз и результат есть. Но вдруг раз и оказалось, что вы спокойны или вы перестали реагировать на что-то. А это значит, вами манипулировать очень трудно. Значит, вас никто не обманет. Значит, вас никто не призовет на какие-то сомнительные действия. А это значит, вы человек свободный. Становитесь с каждым разом все больше и больше. Такие вот неожиданные такие вещи. Не то, что там у вас раз и вырос там какой-то третий глаз здесь открылся, дырка появилась. Тоже интересная тема. Люди ждут, а это все происходит по-другому. Неожиданно. Вот. Так что это вот такой метод. Но есть один очень важный фактор, который необходим для того, чтобы практика была успешной. Это постоянство. Постоянство и время. Напоминает, вот можно такой пример привести. Допустим, у человека есть где-то жилище его, и где-то ему нужно воду набирать в реке. И ходить туда с ведрами и набирать. И очень много снега выпадает на его территории. И вот он первый раз вышел с ведрами, и снега по горло. Не по горло, по грудь. И надо идти, никуда не деться. И вот он пошел, и это кошмар. Вот он пробивает эту траншею, пробивает, добрался до реки, набрал ведра, оборачивается, а траншея уже есть. Какая-то кривая, косая, ухабистая, но она есть. И он пошел назад. Назад легче идти. А на утро он встал, смотрит, уже эта траншея туда-сюда пройденная, уже какая-то она есть. Ему намного легче. И каждый день, если он ходит по этой дороге туда-сюда, он это превращает в очень такую натоптанную, хорошую тропу. И даже если идет снег, выпадает, то все равно из-за того, что он ходит, он просто это дело утаптывает. Но стоит ему перестать ходить 2-3 дня, смотришь, а все завалило снова. И ему снова придется это дело пробивать. Так и здесь, если вы уделяете практике как можно регулярнее, если вы ею занимаетесь и уделяете практике время свое, то будет результат. Если бывают люди, которые раз в году ездят на какие-нибудь мероприятия, где какой-нибудь мастер там какие-то занятия, ретриты, вот они поедут, там наберутся энергии и потом дальше живут себе потихонечку. Ну, в общем-то, ничего плохого нету, но и развития тоже нет. Поэтому нужно самостоятельно заниматься потихоньку, ежедневно. И это даст результат. Может быть, эти результаты будут неявными. Бывает так, что это касается особенно вот таких моментов, как просветление, духовное развитие. Бывает так, что человек занимается чем-то, а потом бах, и просветлел вроде. А бывает, что он занимается, и каждый раз у него что-то там улучшается. Разные бывает. А бывает что-то такое промежуточное. Вот у меня так. Практикуешь, занимаешься, у тебя идет такой небольшой рост, идет. Но потом какой-то вдруг срабатывает какой-то триггер. Обычно у меня в Тибете такое бывает, ну или в таких местах сила.
И там такой резкий рост происходит. Вообще, то, что было до того и сейчас, это два разных меня. И потом дальше идешь, развиваешь, потом снова какой-то триггер срабатывает. По-разному бывает. Что-то это все превращается в обычную беседу. Хорошо, давайте вернемся чуть-чуть, отыграем. Мы подводим с вами итог и увидели, что создали такую базу, основу. Что дальше будет? Дальше мы будем продолжать набирать энергию, продолжать увеличивать ее качество и тем самым повышать, вбрасывать в свою систему, тем самым повышать и повышать свой уровень. И это будет открывать возможности для того, чтобы улучшаться. Улучшаться на всех планах. Со здоровьем, с ментальной частью, с какими-то способностями. И в целом вся жизнь станет намного лучше и комфортнее. Внутренний такой комфорт. Ну вот, поговорил с вами, и может быть это полезно было или нет. Ну вот подкаст он такой. Напишите, если это интересно и вообще формат удобоварим или нет. Хорошо. Начинаем второй этап практики. Он такой большой. Там у нас есть в первом видео оглавление, чем мы будем заниматься. Посмотрите, интересно будет. Второй этап очень важный, очень интересный и очень ответственный. Всего доброго, до скорых встреч.